Здравствуйте! Канал Masters of Body вас приветствует. И сегодня, по наводке одного из наших подписчиков, тема выпуска будет безопасность. Очень часто возникает у начинающих спортсменов вопрос, как правильно, самостоятельно, без помощи тренера, напарника, вывести гантели в режиме лежа в исходное положение, штангу в режиме сидя, ну и прочие упражнения. Очень часто бывает, что спортсмен страдает и травмируется во время старта или финиша. И сегодня мы поможем вам разобраться в безопасности этих моментов старта, финиша, покажем наиболее распространенные ошибки, вариации и, надеемся, это поможет вам сохранить ваше здоровье в тренировочном процессе. Первое упражнение, в котором у спортсмена возникает максимальное количество сложностей, это жим гантелей лежа. И начинается это сложности со старта, с момента именно взятия гантельки со стойки гантельного ряда. Смотрите, человек подходит и пытается всем корпусом вытянуть эту гантелю со стойки. Что происходит? Мы имеем скручивающий момент в поясничном отделе. Берем гантель одну, скрутили позвоночник, берем гантель вторую. Опять же перекос позвоночника, и как следствие спортсмен занял неправильно исходное положение для взятия гантели на грудь. Теперь смотрим, что происходит дальше. Ему неудобно, и он начинает их забрасывать. Одну ложится, вторую и укладывается. Теперь смотрим. Вроде бы исходное положение занято, но что сейчас происходит? Мы имеем растянутую, расслабленную мышцу, растянутый и очень уязвимый сустав. И как следствие, следующее движение, которое сейчас продемонстрирует Андрей, будет воздействовать именно не на мышцу, а максимально вредоносным для действующего плечевого сустава. И, естественно, сделать первое повторение и вывести их в ту самую точку, которую нужно было начинать всю работу, было крайне сложно. То есть шанс был травмироваться раз, шанс был травмироваться на стойке 2, и сейчас Андрей продемонстрирует третий шанс травмировать свои плечи. А именно окончание подхода спортсмен часто бывает, бросает, и в этот момент, бросай вторую, мы имеем давление, рвущую нагрузку, опять же на плечевой сустав, на мышцу, на крепление грудной, то есть вариантов травмироваться, растянуть более чем предостаточно. В итоге что мы имеем? Не сколько сложным было само упражнение, является по себе жим гантелей, сколько 3 момента во время приема, во время взятия на грудь. А теперь мы вам покажем, как это делать надо и как это сделать безопасно. И теперь покажем вам правильный вариант. То есть спортсмен подходит к гантелям и стоит фронтально, то есть прямо, не косо, теперь у него нет никакого скручивания. И пытается как будто штангу во время становой 2 гантельки снять аккуратненько со стоечки. Раз, два. Перекоса на поясницу нет. После этого он занимает правильное исходное положение возле скамеечки. Уселись. Теперь будем использовать физику. Чтобы вывести гантели в исходное положение, нам нужен рычаг. Поэтому гантели ставим не на середину бедра, а увеличиваем рычаг максимально, то есть практически на колено. Приготовили рычаг. Дальше мы будем использовать бедра. Так как бедра, то есть ноги, пресс у нас более сильный, чем плечевые суставы, поэтому ноги за нас сделают всю работу и помогут вывести правильно гантельки в исходное положение. Андрей. Одновременно. Оп. Смотрите. То есть растяжения, как в неправильной технике, не было. Гантельки вышли в исходное положение. Никаких проблем. И теперь, когда начинает спортсмен работать, показываем. В нижнем положении мышца растягивается, но не расслабляется. Сустав на себя нагрузку не берет. И просто получаем качественную работу грудных мышц. Теперь мы останавливаемся. И чтобы выйти в обратное положение, готовим тот же рычаг. Пускаем его навстречу. Используем точку. И гантели вас сами вытянут. В момент как опускания вниз, так и подъема спина вообще не участвовала. То есть гантели сами себя поставили на место. Теперь, так как Андрей, там и более опытные спортсмены, мы делаем, Андрей покажет как, просто берем, аккуратненько подходим, как брали, и 2 гантельки ставим на стойку. Но, друзья, не каждому начинающему, а нас об этих моментах спрашивали именно начинающие спортсмены, ходить после тяжелого подхода с 2 тяжелыми гантелями будет показано, и все равно будет иметь момент скручивания на позвоночник, что есть опасным. Мы сейчас вам покажем второй вариант, который будет более легкий, более податливый именно для начинающих спортсменов.
После того, как вы встали в исходное положение, не обязательно, тем более не в каждом зале будет возможность именно сидеть на скамеечке возле стойки с гантелями. Поэтому просто аккуратненько поставьте гантельки на пол возле себя. После чего каждую гантель, одну взять двумя руками, соответственно, и ногами, и спиной, гораздо легче, чем две. И поочередно ставим их на стоечку, без лишнего ненужного риска травмировать спину. Сначала одну, потом другую. Ноги поработали, спина поработала, именно столбы, а не крестово-поясничный отдел. Все, получили безопасную технику, спина в порядке, грудь прокачана. Следующее упражнение, которое также является противоречивым, это жим штанги сидя. Точно так же возникает вопрос снятия и безопасности для плечевого сустава. Обратите внимание, вот сейчас Андрей взялся за штангу, и что сейчас будет происходить? У него находится достаточно вытянутая рука. То есть рычаг мы сделали длинный. Теперь этот рычаг вместе с весом будет воздействовать на сустав. То есть действие силы на точку приложения силы будет максимально возможным, что естественно не может нормально сказываться на работе суставов. Показываем, что происходит. Опа, и увидели вот эту парусность этим огромным рычагом, который подействовал на наши плечи не очень хорошо. Гриф пустой, но когда эта привычка входит, действительно является закоренелой, потом со временем спортсмен увеличивает рабочий вес, и потом у нас появляются хронические микротравмы и прочие неприятности. Дальше. Спортсмен работает, выполняет подход, сделал определенное количество повторений, и возникает вопрос, теперь же надо поставить его в это положение. Что происходит? Выводим ее опять вверх, оп, и опять идет работа. Заметьте, уже утомленных мышц. Опять же, сделали максимально длинный неудобный рычаг, и этим длинным рычагом добили, в плохом смысле этого слова, и без того утомленное плечо. Это не есть хорошо, так делать не стоит. Теперь, как же нам сделать жим с груди штанги сидя более безопасным? Если в зале есть силовая рама, это хорошо. Вы можете выставить высоту под уровень подбородка. Что это нам дает? В момент старта наши руки находятся в согнутом положении. То есть рычаг мы используем короткий. Что это дает? Это элементарная физика. Чем короче рычаг, тем меньше воздействие на сустав. Теперь, чтобы не рвать опять же суставом, я подвигаю корпус вперед. То есть я еще больше сокращаю расстояние. Взял корпус вперед и вывожу штангу. Далее, чтобы не делать ту же ошибку, которую делают спортсмены в жиме лежа, то есть я стартую не с этой мертвой точки, еще раз показываю, а вывожу верхнюю точку, которая и будет являться исходным положением, сразу, так сказать, на обратном ходу. То есть вот веду и вывожу ее вверх. Таким образом мы занимаем исходное положение и готовы к работе. Далее мы продолжаем, то есть, выполнять упражнения. Делаем несколько повторений правильных. Поработали, прокачали. И теперь нам надо вернуть штангу в исходное положение. Как сделать неправильно, мы уже говорили. Опустить вниз, и даже на этой короткой высоте придется закидывать штангу вверх. Поэтому, опуская вниз, где-то до уровня глаз, мы подключаем корпус на обратном ходу. Упираемся в переднюю стенку и опускаем штангу вниз. То есть мы выполнили движение более сильными мышцами торса. Рычаг плечевой у нас был постоянно короткий. Плечевой сустав остался целый и не травмированный. Следующее упражнение, вызывающее массу вопросов, во всех залах люди с ним учатся, это французский жим лежа. Приспособления придумывают самые различные, хотя все гораздо проще. И вот один из вариантов мы сейчас продемонстрируем, как некоторые спортсмены, считая себя, не знаю, гением инженерии, придумывают вот такие вот станочки. Андрюха, покажи нам, как делать нельзя. А теперь смотрите, что происходит. Человек мучился, задолбал пол зала, стащил себе какую-то стойку, например, с Скотта, подтащил к ней лавочку. Теперь он взялся за штангу. Что мы имеем? Мы имеем локоть, который со старта будет офигительно травмироваться. В этот момент, опять, как мы уже говорили, трицепс растянут, и первая нагрузка именно со старта, особенно когда вес более-менее рабочий, будет идти на локтевой сустав. Потом он выводит. Это было полбеды. Человек выполняет подход. Делает несколько повторений, старается, напрягается, и вроде бы все у него хорошо, и он уже сильный.
и он делает правильно все это движение упражнения. Но выполнив по программке 10, а то и 15 повторений, нужно же вернуть этот снаряд назад. И что сейчас происходит? Показываем. Он целится в это ужасное неудобное положение. Опять в этот момент трицепс, пока дошел назад, практически расслабился. И в конце он себе дернул локоть. Вот тут есть такая точечка болезненная, которая потом практически у всех болит. Он себе чуть не дернул прикрепление широчайшей. Вот. И, возможно, мог еще потянуть немножко кисть. Локоть я уже почувствовал. Тем более. Даже на таком маленьком весе. И следующая интерпретация такая же. Не очень разумная, нецелесообразная. Просто кладут ребята штангу. Вот смотрите, сейчас вы уже видите, как Андрею неудобно браться. Он не видит то, за что хватается. Он еще больше растянул локтевой сустав. И теперь при выходе рабочим весом в исходное положение он уже заработал себе небольшие проблемы. Обратно, когда он закончит подход, на эту скамейку, конечно, скинуть штангу легче, чем на ту стойку, которую мы вам только что показывали. Но вариант то же самое. Как минимум неудобный, и с рабочим весом ничего хорошего у вас не получится. Даже если вы забинтуете локти, намажете их разогревающей мазью, это опасно, это неудобно, это неприятно. Забудьте об этой технике. Теперь, как же сделать это упражнение безопасным, простым и вообще приятным? Смотрите, французский жим со штангой выполняется, как правило, весом гораздо меньшим, чем жим гантелей, который мы показали. И если спортсмен, например, я выполняю жим гантелей с весом 30-36 килограмм, да, в сумме 70, штанга, дай бог, если будет 50. То есть та техника, которую мы использовали для взятия на грудь гантелей, здесь будет применима, только она будет еще легче. То есть мы берем спиной аккуратненько и на колени, также используя длинный рычаг, ставим в исходное положение гриф. Дальше мы спокойно сгруппировавшись выводим эту штангу в исходное положение. Вес, я как уже вам сказал, относительно моего собственного, относительно гантелей, очень-очень небольшой. Спокойно отработали нужное количество повторений. 10-15 раз сделали, зафиксировали, подтянули к себе ноги. И пусть эта штанга сама себя вернет в исходное положение. Без риска для плечей, без риска для поясницы. Аккуратненько поставили ее вниз. И все. И все живы, все здоровы. Вам для этого не нужна никакая специальная скамья, никакого другого приспособления. Но сейчас продемонстрируем еще один вариант. Для тех ребят подойдет, которые берут действительно большие веса, 50 килограмм и более. Есть еще один очень-очень простой вариант. Второй вариант можно сделать ровной штангой, если вам не принципиально, как мне, например, каким грифом делать французский жим, EZ или ровный, я все время чередую, меняю. То же самое. Берем обычную скамью для жима, садимся на нее задом наперед, берем заданный хват, корпус устраиваем максимально вперед и укладываемся. Что в итоге мы получаем? Штанга у нас находится практически над грудью. То есть мы ее аккуратненько выводим в исходное положение. Делаем рабочий подход. А дальше нам не надо ничего никуда сгибать. Просто упираем гриф в переднюю стенку стойки и опускаем вниз. Таким образом, на штанге можно работать реально большими весами. 50, 60, 70 килограмм для кого-то под силу. То есть риски нулевые. Штанга любая проходит, подходит, любая стойка. Все удобно, все прекрасно. Также был у нас вопрос по грузоблочному тренажеру, как бы это ни казалось странным, а именно по сведениям в кроссовере. Здесь все так же просто, как и в предыдущих. То есть для того, чтобы свести нормальный вес, мы не рвем себе жилы, а мы делаем короткий рычаг. То есть раз, потом выводим этим рычагом в исходное положение, занимаем стойку, правильную ног, прогнутая спинка, работаем грудью. Опять же, избегая высоких подъемов, то есть наша задача поднять не рукоять, а именно растянуть грудную. Свели, зафиксировали. Фишка кроссовера в том, что в нижнем положении у нас остается пиковое сокращение, то есть мышца максимально напряжена. Поэтому если в жиме гантели мы чуть-чуть не доводим, здесь можно и нужно доводить. Используем всю амплитуду. Отработали и после этого также сократили, выровняли рычаг, бицепсом себе помогли. Все безопасно, все просто и понятно. И к вопросу о тренажерах, о кроссоверах. Также был у нас вопросик такой по поводу тренажера «Бабочка». Для хорошенечко растянуть грудную
прокачать ее. И для нас не составляет особого труда сесть в тренажер. Но для человека начинающего, у которого, возможно, еще плечевой пояс не так податлив, это может быть проблемой. Значит, какие здесь моменты? Во-первых, этот тренажер мы используем, как правило, уже в конце тренировки. То есть мышцы достаточно разогреты, и изначально брать огромный вес на тренажере нет никакой необходимости. Во-вторых, выполняться этим весом будет 12-15 повторений, не меньше. Поэтому при обычной, даже нормальной посадке техники риски и так минимизируются. Дальше. Чтобы не травмироваться здесь, главное избегать резкого старта. То есть аккуратненько, также на максимально сокращенных рычагах выводим руки вперед. То есть ошибка в чем? Резко не стартуем, резко не рвем. То есть пытаемся сократить и аккуратно вывести в исходное положение. Больше здесь вы ничем себе помочь не можете. Потом, не расслабляясь в крайних точках, выполняем непосредственно движение. И когда вы получили максимальное утомление, естественно, фиксируем нагрузку впереди, то есть выжимаем из небольшого веса все максимумы. Аккуратно, с помощью бицепса, вернули положение, вернули тренажер в исходное положение. Следующее упражнение, о котором нам был задан вопрос, это французский жим, сидя. Лежа мы вам показали. Смотрите, друзья, что такое французский жим сидя? Это упражнение, как мы говорили ранее в наших выпусках, с максимально возможной амплитудой. Поэтому разумно будет выполнять его в тренировку не первым и даже не вторым. То есть, когда мы уже окончательно, очень сильно и конкретно утомили трицепс, то мы берем, например, гантель соответствующего веса. Брать большой вес в этом упражнении уже нецелесообразно, так как здесь большая амплитуда, будет большое воздействие на локтевые суставы, поэтому вес будет небольшой. А с небольшим весом вывести его правильно вверх, как сейчас вам показывает Андрей, не составляет сложности. Сели, присели, подняли двумя руками эту гантельку, например, 20 килограмм, заняли исходное положение и начинаем спокойненько работать. Как я уже вам говорил, амплитуда большая. Трицепс на данный момент у вас должен быть уже порядком забит и разогрет. Поэтому выполняется в этом упражнении будет 12-15 повторений, и даже небольшого веса при правильной технике, при правильном подборе упражнений вам будет достаточно. После того, как спортсмен выполнил свои 15 повторений, также переносит на короткий рычаг на грудь, опускает вниз, и внизу ноги подключаются, чтобы поставить эту гантель на пол. Но есть любители все-таки выполнить это упражнение с огромным весом, не знаю, чего нигде насмотрелись. И они любят это делать огромные гантели. Ребят, это крайне неудобно. Во-первых, потому что этот снаряд будет вам бить по голове. Естественно, его будет не совсем удобно брать, хотя это полбеды. Взяли, вот, вывели. А теперь смотрите. Когда Андрей начинает делать, вот этот набалдажник постоянно цепляет голову. Это неудобно. Именно гантель с большим весом очень тяжело контролировать в этой траектории, в этой амплитуде. Особенно, когда она уходит вниз. Поэтому мы рекомендуем для больших весов все-таки взять штангу. А теперь посмотрите, гантель сколько у нас, Андрюха? 32. 32. И вот мы собрали штангу такого же веса. И сейчас покажем вам разницу, насколько штангой выполнять удобнее. То есть немножко будет отличаться положение кисти, но по сути упражнение тоже. Единственное, брать на грудь, сесть надо, взять, выводим вверх, но рукам гораздо удобней. По затылку ничего не бьет, кисть не выламывает. Спортсмен спокойно отрабатывает нужное свое количество повторений. Единственное, рекомендуем, не забывайте бинтовать локти, особенно на этом упражнении. Вот. Опускает на грудь короткий рычаг и вниз ставит или относит снаряд на место. Так безопаснее, так удобнее. Как мы говорили раньше в наших выпусках, используйте голову, no brain, no gain. Вам должно быть удобно, вам должно быть кайфово во время тренировочного процесса, и да будет вам результат. И переходим к ногам, друзья. Следующее упражнение, самое известное, это приседание. Но здесь вопрос не сколько в приседании, а сколько в том, как правильно снять штангу со стоек и как правильно ее поставить. И сейчас вам Андрей покажет, как делать не стоит. Обращаем внимание. Оп! Смотрите, очень распространенная ошибка. Спортсмен заходит под штангу, под гриф одной ногой, и в данный момент он собирается одним коленным суставом
который находится, кстати, тоже без помощи квадрицепса, в более расслабленном положении, включить его резко и снять эту штангу, то есть одним коленом. Показываем. Вот. Теперь он перешел, сейчас будет работать. В тот момент он очень сильно рисковал. Вес на штанге у нас демонстрационный небольшой, но если эта привычка у вас останется и вы дойдете, дай вам Бог здоровья, до нормальных серьезных рабочих весов, которые для квадрицепсов будут небольшие, но для коленного сустава они могут сыграть с вами злую шутку. Дальше спортсмен работает, приседает несколько раз, он старается, он очень сконцентрирован спортсмен, у него хорошая техника приседаний медленно, он все четко. Но у него осталась ошибка в постановке штанги на месте. И что он делает? Или она? Он идет вперед, и теперь смотрите, не дойдя до штанги, стоп, и он начинает одной спиной устанавливать эту штангу на место. То есть что происходит в этот момент? Мышцы в крайней точке практически расслабились, и крестово-поясничный отдел, после того, как он уже очень сильно утомился во время самих приседов, получил свою пилюлю злобную, так сказать, в конце. То, когда спортсмены именно и травмируются. Так делать нельзя. И теперь, естественно, покажем, как делать надо. Спортсмен подходит к штанге. Двумя ногами полностью. Теперь обратите внимание, заходит под штангу. И сейчас штанга находится по кратчайшей траектории. То есть центр тяжести у нас находится абсолютно под штангой. И теперь ножками снимаем штангу вверх. То есть полностью включили не колени, не поясницу, а квадрицепсы. Раз. Естественно, это безопасно. Короткая амплитудка. Отошли, заняли исходное положение. Отработали свой подход. Красиво, не спеша, уверенно. У вас уже есть понимание ситуации. Закончили подход. И как теперь правильно поставить штангу? Идем вперед. И доходим полностью вперед до упора в переднюю стенку. Также по самой сокращенной амплитуде и ногами, а не спиной, опускаем штангу вниз. Еще разочек. Абсолютно безопасно, с любым вашим рабочим весом. Естественно, одеваете пояс, минимизируйте риски, бинтуете колени. Но самое главное, физика, школа, 6 класс. Короткий рычаг и действуем максимально сильными мышцами. И еще один момент в тренировке, который наполнен рисками, это взятие штанги с пола. Это может быть для выполнения становых, это может быть для выполнения штанги в наклоне. Это может быть для упражнения жим штанги стоя с груди. Неважно. Старт мы занимаем как в становой тяге и встаем ногами. Абсолютно. Дальше, допустим, человек хочет, спортсмен, выполнить жим штанги стоя. То есть в исходном положении он выполнил свой подход, а вот дальше многие спортсмены допускают ошибку. Опускают штангу вниз и вроде все нормально начинают, но в конце почему-то решают расслабиться и, не досев ногами, мышцы расслабляют и переносят всю нагрузку на позвоночник, а конкретно пояснично-крестцовый отдел. Это может быть большой проблемой, особенно в этом упражнении, которое очень энергозатратное, забирает у вас и так кучу сил. И в конце вы даете такую пилюлю шок. Здесь, как я уже сказал, Андрей, покажи еще раз, пожалуйста, как мы берем. Вот, не надо вверх, сейчас вниз, опустим. Вот, допустим, вы хотите сделать тягу штанги в наклоне. Вы слегка наклонились, сделали несколько повторений. Вот. И перед этим, теперь смотрите, друзья, не надо сразу кидать на пол. Займите исходное положение, выровняйтесь, приготовьтесь и присядьте, поставьте штангу на пол ногами. То есть используйте всегда более сильные мышцы во время, будь то вы берете штангу со старта, будь то вы станете ее в финиш. То есть не спешите ее бросать вниз. Включитесь, сосредоточьтесь. Это очень важных два момента. Отработали, выдохнули, присели, поставили. То есть используйте ноги. Для них этот вес несущественен, им ничего не будет. А спина может в конце подхода не отреагировать, и в самой нижней точке у вас может прострелить крестцовый отдел. А так вам будет все просто и понятно. Естественно, друзья, все те упражнения, которые мы показали, это лишь небольшая часть. Возможно, еще есть масса вариантов, на которые вы хотели бы обратить внимание. Присылайте ваши комментарии, с удовольствием выслушаем или посмотрим ваше видео, ваше видение ситуации. Хотим поблагодарить Дмитрия Ускова, который прислал нам этот запрос, и сообщаем ему, что он является одним из победителей нашего конкурса, ранее объявленным. Просим, Дмитрий, вас связаться с нами в комментариях удобным любым для вас способом, для того, чтобы вы могли получить обещанные нами призы. Надеемся, вся эта информация для вас была полезной и поможет вам сохранить здоровье,
С вами был канал Masters of Body. Мы благодарим клуб Orange за предоставленную возможность снимать наши ролики. Константин Андрей и и Дмитрий Журавель, наш оператор. До новых встреч!